Мы собираемся на день рождения к сестре моего мужа. Я купила вот такое полотенце. Смотрите, оно какое миленькое. Это для пляжа. И к нему вот такой крем, гидратированный крем. И я думаю, это будет очень приятный ей подарок. Я уже говорила в одном из моих видео, в Нидерландах не принято дарить дорогих подарков. То есть вот такого типа подарка это довольно-таки хорошо. Да, мама? Да. Из этих французских парфюмов не дарят дорогих подарков. Важно внимание. Да, вот как мама говорит, главное здесь важно внимание. Вы знаете, они не ждут от вас дорогих подарков. Да. Вы знаете, я упаковывала подарок, и вдруг ко мне подходит моя мама и говорит: знаешь, я хочу подарить Марии мои часы. Я не ношу их, не вижу почти. Пусть это будет память ей обо мне. Моей маме уже 87 лет. Она не видит на одну сторону, а на другой глаз она может ослепнуть в любой момент. Вы знаете, у меня так защемило сердце. Вот мы отмечаем дни рождения, год за годом, летят года, время летит, а наши мамы стареют. И в один прекрасный день часы могут остановиться. Ой, что-то я о грустном. Как говорят голландцы, плюк де дах. Живи и наслаждайся одним днем. Плюк де дах. Несколько лет назад мой муж заказал эти часы специально для мамы. Это серия из 100 часов, 6 вариантов со специальным покрытием DLS, Diamond Like Carbon. Что было важно для нас, чтобы там были крупные цифры и чтобы она могла хорошо видеть вечером, то есть с большим люмином. Ну а теперь эти часы найдут свою новую жизнь, но уже в другой стране, в Бельгии. Да, пусть отсчитывает счастье. Всегда и везде. Мама, правда, с нами не едет, так что у нас теперь миссия вручить еще подарок и от нее. А потом мамочка запела украинскую песню. Она у меня сирота, родилась на Украине, в Краматорске, а ее мама была убита немцами в далеком 43-м году. Очі сині та сині дала мати дівчині, а навіщо давала, та й не знала сама. А тепер тій дівчині через очі ті сині, та й не вдень, та й не вночі, їй покою нема. Зажурилась дівчина, плачуть очі ті сині, плаче серце дівчини, бо самотне воно, де ж той мілик, що прийде і постука в вікно. Я забыла уже сейчас, трудно вспомнить. Ну да. Молодец, умница, молодец, мама. Да. Ну, конечно, трудно. Тебе уже сколько лет? 80? Нет, ну трудно. Переключиться на песни. Ну, трудно, да. Ну, молодец, умница, молодец. А еще у нас с мужем одна миссия. Мы идем с вами на 2 дня рождения.
Мой муж еще является крестным отцом у сына сестры. За разговорами, воспоминаниями и песнями подарок готов. Теперь остается собраться и в добрый путь. Итак, наш путь лежит в Бельгию. Я уже рассказывала в одном из моих фильмов, что голландцы часто создают семьи со школьной скамьи. То есть они присматривают себе партнера, присматривают себе друзей еще со школьных лет, либо со студенческих лет. Так случилось и у сестры моего мужа. Когда ей было 17, у них тогда произошло горе в семье. У них умерла скоропостижно мама. И вот замену матери Мария нашла себе в Бельгии. Это была мать ее будущего мужа. Вскоре они расписались, у них пошли дети, было 3 детей. Но вот первый ребенок, к сожалению, умер. Как раз мы едем по этой трагической дороге. А произошло все очень быстро и неожиданно. Она находилась на последнем сроке беременности, стояла спокойно и ждала зеленый свет на светофоре. Неожиданно ударила сзади машина. Были преждевременные роды, и была травма у ребенка, и через несколько лет ребенок умер. Итак, мы с вами у порога типичного бельгийского дома. Вот этот подарок я даю Марии от мамы, а это будет вручать Рене. Hallo, hallo. Daar zijn we. Nieuw terras gezet. Nieuwe? Nee, afdak gezet. Окей. Ik ga nu kijken. Показываю вам типичный бельгийский дом. Ну, конечно же, здесь присутствует голландская женская нотка. Вот это типичный голландский дом Хизели-Хей. А вот здесь отражено мото бельгийского дома. Это прежде всего семья, друзья, удовольствие, готовить вместе, танцевать, петь, прием друзей, быть терпеливым, смеяться, плакать, быть в безопасности. Короче, семья. Все слова здесь типичны для бельгийской семьи, для менталитета бельгийцев. Как в Нидерландах, так и в Бельгии вот этот стиль куриоза, винтаж, он очень популярен. Обратите внимание, вся мебель в этом доме покрашена и сделана в стиле куриоза. Конечно же, это сделала сестра моего мужа. Goed gedaan. Ja. Ik heb een poetskastje gekocht. Dat stond altijd op het terras en nou heb ik weer alles hier. Oh ja, poetskastje. Ja, zie. Geweldig. Echt goed gedaan. Kijk, wat mooi. Ik heb het echt goed gedaan. Вы посмотрите, какая красота.
Die heb ik gewoon bij de Actions en Vaas gekocht. Ja. Oh ja, die heb ik daarin gevuld met kanten en dan gekleid Ага, en dan geverfd. то это мой. А здесь уголок. Уголок памяти ее первому сыну. Потерять ребенка, остаться сиротой или вдовой – это всегда горе. Но важно не сломиться в этой жизни. Важно найти в себе силы, стать еще сильнее, мудрее, не озлобиться и идти дальше по жизни. Обратите внимание, с какой большой любовью оформлен каждый уголок в этом доме. En de kleur van die kast vind ik zo mooi. Ja, dat heb Echt ik ook mooi. zelf gedaan. Ah. Ja. И многие поделки, многие панно, либо какие-то композиции сестра моего мужа делает сама. Heb ik zelf gemaakt, die lijst eromheen. Ой-ой-ой, мой. Staan Марин, hier. Мари, Ja, зoveel talenten. Kon je dat ook zo? Ja. Mooi, kijk. Вы посмотрите, какая атмосфера, какая домашняя, теплая атмосфера в этом доме. Какие красивые слова. Жизнь коротка, ломай правила, прощай быстро, целуй медленно, люби искренне, смейся бесконечно. Никогда ни о чем не жалей, что заставляло вас улыбаться. А цветы в Бельгии дарят по-любому, даже самому незначительному поводу. Бельгийцы получают удовольствие от самого акта дарения, что не скажешь о голландцах. А дни рождения в Бельгии – это святое дело. Здесь их не пропускают, в отличие от Голландии. Дарят обычно цветы, конфеты, вино, конверты с деньгами. Бельгийцы щедры на подарки. Когда они заходят к вам в гости или заезжают на чай, обязательно приносят с собой коробочку конфет или бутылочку вина и подарки детям. На дни рождения приходят без дополнительных звонков, как это принято в Нидерландах. Если дома – хорошо, нет – значит в следующий раз. Обратите внимание на сердечность приема, гостеприимство бельгийцев. Ja? Ja, hij zegt lekker crème. Ja, bedankt. Вот так у нас выглядит стол, закуски. Подаются и предлагаются вино, пиво, аперитив. Подаются чипсы. Ну а наш вечер в кругу семьи продолжается. Lekker. Ja, Marie, dan doe ik wel mee. Ja, die is echt lekker. Здесь у нас коридор, прихожая. Если что-то заканчивается, детей тут же отправляют в магазин. Что не скажешь о голландцах. Такого в Нидерландах вы не увидите. Моя короткая рубрика «В туалете». Смотрите, такое милое оформление. Раньше здесь было много детских фото. Сейчас же handmade панно. Ну а это я.
И никаких календарей с днем рождения на стенах, как вы видите сами. Приходит наш крестник, и его ждет наш подарок. Ja, wat is weer gepakt? Ja, dat was ik. Ik snap het wel, dat ik daar niet in was. Duurt het best lang. Ja, gisteren ook staan kijken, ja, we worden hier gisteren weer. Ja, joh. Zo. Ik had voor een reclame. Nee, voor mij is het maar 21. Ja? Zijn dat? Oh. Nog niet. Dat is fucking menes. Wat is dat? Het zijn munten. Oh. Het zijn echt vet. Ja, maar misschien van chocolade. Ja. Ja, misschien chocolade, dat weet je niet. Chocolademunten. Ja, chocolademunten. Oh. Kijk, zo, dat Elena. Oh, dat is sick. Ja, echt goed gedaan. Ja, mooi. Ik heb altijd die Russische biljarten, altijd. Ja? Onderin. Heb je nog, ja? Die heb ik altijd onder iets Denk je, gedaan, je had zodat hem die in nog kocht rijdt. meneer? Dat Dat is is eenmaal euro. Pizza like, nee, dat is Ja. het. Dat is vet. En die moesten die goed bewaren. Ja. Als ze ooit een keer nu is, Ja. dan moesten die gewoon gebruiken. Niet dat ik ze Billy drinken. Armenië. Dat is Armenië. Ja, die is van Ja. Armenië. Nee, nee. Dat is de Alp van Noord. Dat is echt sick. 1 ons. 1 os. Ja. Wat betekent dat ons? Dat is 31,1 gram. Is dat een Dat is zilver? Per stuk. Zilver. Zilver. Ja, echte Vol- zilver. die- 999. Oh, dat is zilver. Ja, zilver. Dat Nee, Dat is is altijd van Noah. Ja. Вы знаете, лет 20 назад я подарила ему эти русские банкноты СССР. И чему я была очень удивлена. Он хранит их бережно и с любовью до сих пор. 60 Ja, jaar. ja. О, Люк, 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 echt Люк. А здесь у нас изумительная коллекция медведей. И изумительная коллекция кукол. Это коллекция сестры моего мужа. И Мария каждый вечер зажигает свечку своему сыну, которого нет. Здесь выглядит все очень тепло и уютно. А здесь комната меньшего сына. Он учится на физиотерапевта и будет потом здесь иметь свою практику. Kijk, je hebt boek gemaakt. Ja, Zo oud, met bloem erover. ja, Beetje oud gemaakt. ja. Ja, dat doe je goed. Ja. Dat. Ja. Ja. Сегодня мы с вами побывали в Бельгии, в гостях на день рождения сестры моего мужа. Я хотела донести и показать вам атмосферу этого бельгийского дома, этих замечательных людей. Несмотря на трудности жизни, горе, депрессии, потери, разочарования или обиды, каждый может и должен найти себя в новых условиях жизни, в любой стране. И будет счастье вам! Я буду очень рада, если мой фильм поможет кому-то разобраться, поможет понять менталитет и культуру голландцев и бельгийцев, а главное, поможет найти себя, верить в себя и быть счастливым
в этой стране тюльпанов. Всем мира, счастья и добра. И пусть у нас все будет хорошо. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Goed zo, schat. Heel goed. Ja, goed zo.